Всем привет, мои дорогие подписчики. Тем, кто еще не подписались, напоминаю, пожалуйста, подпишитесь. Это будет удобно и для вас, и для меня. Это даст возможность дальше развивать мой канал, показывать вам Сербию, город Ниш, знакомить вас с нашим опытом переезда в этот город. А вам будет удобно тем, что вы всегда будете знать о выходе моего нового ролика. Тем, кто уже подписались, смотрят меня, ставят лайки и пишет комменты. Большое спасибо. Хочу сегодня вам показать разрешение, которое я получаю от администрации города Ниш на продажу своих картин. Выглядит оно как листочек А4, я его покажу потом поближе. И со второй стороны это фотография места, где дают разрешение продавать мои работы. Стоит получить такое разрешение вообще недорого, практически даром. Главное, чтобы администрация одобрила то, что вы хотите продавать, и тогда она дает разрешение на продажу. Продавать можно только в одном месте. Это центр города, это такая большая длинная центральная улица. Напоминает она немножко Московский Арбат старый. Она действительно очень длинная, то есть там желающим места достаточно будет всем. Там много торговых центров с двух сторон, и можно либо рядом с торговым центром, либо посередине, то есть выбираете место сами, фотографируете, распечатываете вот такой листочек, говорите адрес, где вы хотите продавать, и пишите заявление в администрацию города, называется она здесь «Медиана», о том, что, в общем, под любую торговлю нужно получать различные разрешения. Я конкретно беру бланк, в котором прописано, что я художник, и я буду продавать свои работы, то есть картины и деревянные подносы, различные деревянные изделия, которые расписаны вручную. Если кто-то продает что-то другое, то есть он указывает, что он будет продавать. И в течение 2 недель выдают разрешение, вы можете приехать, его получить. А, Кому-то отказывают или нет, я не знаю, честно. То есть как бы я сказала, что вот я продаю свои картины, я сама художник, я показала свои работы, и мне сказали, что окей, отлично, пожалуйста. Вот. Это разрешение я получила на январь месяц, но так как здесь было много праздников, и погода была вообще, это же продажа работ на улице, то есть невозможно торговать, работы выставлять свои там, где снег, либо дождь, то есть слякоть. То есть должна быть хорошая погода. Это не всегда можно в любую погоду осуществлять. Но так как это абсолютно недорого, то есть и даже если вы получите разрешение и один или даже ни разу не выйдете за месяц продавать, то, ну, это не страшно. Стоит получить разрешение в месяц 120 динар, но так как вы еще оплачиваете это через менячницу, либо через почту можно оплатить, то получается там берется налог какой-то и около 200 выходит, что-то 190, кажется. То есть меньше 200 динар. Что такое 200 динар? Это 160 рублей за месяц на разрешение на продажу в центре города. То есть это практически за даром. Поэтому уже полмесяца января прошло, но даже если я 1 или 2 раза съезжу продавать, то, в принципе, все равно это окупится. То есть это вообще, ну, не деньги, скажем так. Выглядит это разрешение. Здесь такая шапочка, решение вынесенное. Ну, здесь пишется в тексте, что одобрено для меня, вот фамилия, имя, значит, из Руси, проживающий по адресу такому-то, данные Боровка. И, и говорится о том, что, значит, прописывается адрес, по которому можно продавать, что можно занимать 4 квадратных метра, нужно соблюдать
чтобы не было, не создавать людям какую-либо опасность, то есть чтобы установленные вами работы не могли упасть, кому-то нанести какой-то вред. В общем, текст вот такой. Торговый центр, который называется «Форум». С этой стороны тоже. Здесь, в общем, что-то мужская одежда, какой-то магазин. И я выбрала себе по центру вот здесь вот место. Пьем чай с мятой. И расскажу вам о том, как у нас вчера в нашем доме было проведено общедомовое собрание. В общем, в нашем доме, я уже рассказывала, дом небольшой, таких домов в Сербии, во всяком случае, в Нише, вообще в Сербии, в Белграде я тоже очень много видела именно таких домов. То есть это одноподъездные дома, четырехэтажные. В нашем доме всего 16 квартир. Из них мы, наверное, я еще ни разу об этом не рассказывала, мы не одни русские, есть еще одна семья, это муж и жена, они переехали из Москвы, наверное, пенсионеры, я так думаю. Наверное, так же, как и в России, есть управляющая дома. У нас это была, сейчас пока еще есть, это жена нашего застройщика. Вот. Но дело в том, что люди, живущие в нашем доме, заметили то, что есть вопросы, есть проблемы, о которых они периодически пишут, но в ответ не получают ничего, никакого ответа, в общем, ничего не делается. И предложили соседи, сербы, предложили выбрать другого управляющего дома. Вот вчера мы присутствовали на собрании именно по этому поводу, по переизбранию управляющего дома. Несмотря на то, что этот человек, супруга застройщика, как я уже сказала, и застройщик наш имеет квартиру в нашем доме. То есть в этом же доме у него есть своя квартира. Но все-таки люди добились того, что собрали собрание, обсудили, что вопросы не решаются, собрали подписи и будут обращаться к другому человеку из какой-то компании, который и дешевле даже за свои услуги будет брать и будет работать. Ну, во всяком случае, так обещают, что он будет работать. Вот. А какие вопросы задавались нашему управляющему дома? Это, ну, например, в нашем доме до сих пор нет таблички с адресом. Ну, то есть как бы дом сдан уже больше года назад, и до сих пор не повесить табличку, это, конечно, не айс, я с этим согласна. Вот, хотели повесить камеры, занялись этим вопросом, но почему-то опять все это отодвинулось. Сейчас уже занимаются не через управляющую дома, а самостоятельно. Жильцы, вот наши сербы, ребята, занимаются этим вопросом самостоятельно и, значит, уже нашли вариант, договорились, у нас будет висеть по периметру дома 6 камер, 2 из которых будут практически у нас над окнами, то есть меня это вполне устраивает, потому что у нас первый этаж низкий, то есть напоминаю, что это даже не первый этаж, а называется по-сербски приземье, то есть первый этаж считается как у нас второй этаж. То есть из-за того, что он очень низкий, у нас терраса, ну, как бы, то есть, залезть вообще не существует никаких проблем абсолютно. Поэтому, а, здесь, безусловно, значительно меньше опасности в этом плане, что кто-то залезет, но шансы все равно есть, понятно. Поэтому мне бы, конечно, хотелось подстраховаться. И вот 2 из этих камер будут именно над нашими окнами висеть, вот с одной стороны и с другой стороны. Поэтому меня это вполне устроило. По стоимости договорились 7 000 динар за установку. И месячной оплаты, по-моему, не будет. По-моему, это все. Вот. 7 000 динар минус, грубо говоря, 1500 – это 5500 с квартиры за установку 6 камер. И за использование интернета в дальнейшем, я так поняла. Вот. В общем, вчера мы обсудили все эти вопросы, договорились, большинство подписали, так как квартир у нас немного, достаточно было одного представителя от квартиры. Те, кто были на работе, просто в Вайбере в общедомовую группу скинули, что мы за, в общем, согласны, когда придем домой, то подпишем обязательно. Вот, в общем, у нас теперь будут камеры, у нас теперь будет новый управляющий человек, он придет с нами познакомиться со всеми,
И будет, я надеюсь, что будет решать какие-то общедомовые вопросы, а не так, как у нас было до этого. Значит, мы платили 500 динаров в месяц до этого а, супруге нашего застройщика. Ну, как я уже сказала, взамен не получали ничего. Сейчас нам обещают 400 динар, то есть на 100 динар меньше в месяц, и вроде бы как обещают работать. Ну, посмотрим. В плане уборки подъезда я вот сняла подъезд даже в такую непогоду, как у нас сейчас вокруг грязь, все растаяло после снега, сейчас все уже потихоньку подсыхает, но все равно еще много грязи. Даже в это время у нас подъезд чистый. У нас убирается мужчина в подъезде, рано утром приходит, примерно раз в 3-4 дня. Вот. Всегда, когда он моет, он, видимо, с каким-то таким моющим средством, всегда запах стоит такой чистенький, чем-то дезодорирующим. Вот. В общем, то, что в подъезде чистота, это 100%. Оплата за уборку подъезда входит в счет за квартиру. Вот мы платим сейчас за квартиру 4200. Туда входит и вода, и за уборку подъезда, за уборку территории, а, за лифт, за вывоз мусора. То есть все туда входит. Вот у нас получается 4200, как я уже сказала. Ну, примерно там меняется из-за того, что вода у нас по-разному мы пользуемся, но в принципе практически одинаково. Я уже говорила, что, видимо, мы просто используем практически одно и то же количество воды. У нас то 400 придет, то 4200, где-то вот так вот примерно. Это уже с подорожанием, потому что у нас по-моему, с ноября или с декабря было подорожание. До этого мы платили 3500. Ну и плюс квартплате мы платим отдельно еще за электричество. Электричество в прошлом месяце у нас вышло 6 тысяч, несмотря на то, что мы топимся от электричества, счет был небольшой. Но, как я уже рассказывала, мы практически не включаем отопление днем. То есть у нас нормальная поддерживается температура 21-22 градуса. Если прохладненько, то можно накинуть кофточку. То есть, в принципе, днем мы практически не топим, не включаем отопление, а только на ночь. Ну, вечером начинаем. Стираю я тоже ночью после 11, когда начинается дешевый тариф, он кажется в 4 раза, если я не ошибаюсь, в 4 раза дешевле, чем дневной тариф. Во всем остальном я не могу сказать, что мы в чем-то экономим. То есть нет, не отопление, а нагрев воды у нас тоже бойлерный, то есть от электричества и на кухне, и в ванной. И мы как бы не считаем, когда нам помыться, не помыться, когда захотели, тогда и помылись. То есть в этом мы не экономим абсолютно. Единственное, что я машинку запускаю после 11 и стараюсь гладить, потому что это всегда тоже долго, то есть много тратится электричества, тоже после 11. Если есть, конечно, возможность, если мне утром никуда рано вставать не надо. Еще вчера мы на собрании познакомились с одним из жильцов нашего дома. Он живет на втором этаже, вернее, он квартиру имеет на втором этаже. Он здесь не живет, живет где-то в другом месте. Он рассказал, что то ли он грек, то ли он в Греции жил, я, в общем, точно не поняла. Но новость не в этом, а в том, что он продает сейчас эту квартиру. Когда-то он в нее вложился, купил ее на стадии строительства, так же, как и мы. Прошло пару лет, квартира, естественно, подорожала, так как она теперь уже готова. А, Если мы покупали, квартира стоила за 1400 евро за квадратный метр, то сейчас стоит от 2000 за квадратный метр. И, в общем, квартиру свою он продает. Если кому-то интересно, напишите, я задам ему вопросы. Что, почем, сколько метров. Пока я не знаю ничего, знаю только о том, что он ее приобрел, сейчас он ее продает. Ну, человек вложился, как бы хочет теперь ее продать. Видимо, у него не было необходимости здесь жить, потому что живет он в другом месте. Вот, если кому-то интересно, пишите, я спрошу у него и дам вам информацию по этой квартире. Так что смотрите мой канал, мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте. Напоминаю, что так устроен YouTube, чтобы мой канал дальше мог работать и развиваться. Мне необходимо, чтобы вы не просто смотрели мои видео, а также были подписаны.
Хочу еще напомнить, что буквально через пару дней мы запланировали встретиться с риэлтором Алексеем, с которым я вас уже знакомила. Он сейчас живет вообще в Белграде, он купил себе там дом, но по работе приезжает в Ниш. И он будет на следующей неделе, где-то в начале недели. Мы с ним запишем еще одно видео. Вопросы вы мне скинули, у меня уже есть что его спросить. Но у вас еще есть время, чтобы задать, кто не успел еще задать какие-то вопросы, вы можете сейчас мне еще написать. Через дня 3 мы с ним встретимся, запишем видео, все ответы на вас, ваши интересующие вас вопросы. Так что не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, пишите свои вопросы. Видео, скорее всего, я выложу где-то через недельку, к концу недели следующей. Всем пока. Спасибо. У нас очень чистый подъезд. Вот хочу показать, что у нас висит график уборки. Вот здесь вот. Вот если посмотреть, видно, значит, 16 числа убирались, 13 до этого. Ну, там 3 убирались, потому что были праздники. Вот. В общем, примерно раз в 3 дня, в 3-4 дня убираются. Вот, поэтому подъезд у нас очень чистый всегда. Даже несмотря на вот такую погоду, такая грязюка сейчас. Дороги я уже показывала, которые у нас здесь идут к остановке туда вниз. Они не заасфальтированные, грязные. Там щебенка. Вот, несмотря на это, подъезд у нас всегда чистенький. У нас сегодня снова солнышко светит, больше 10 градусов. И мы решили пешком пройтись, не поедем на автобусе. Пройдем пешочком в центр города. Я пойду заберу свое разрешение на продажу картин за январь месяц. Были праздники, я так еще не ходила, не получала его. И, наверное, зайдем на рынок. Мы там берем всегда грецкие орехи, очень вкусные. Вот. Так что погода, конечно, приятная. Единственное, что у нас в улицах, как всегда, грязь. Сейчас покажу один дом еще. Не прям напротив нас, который построили, новостройка, а буквально в метрах, наверное, в 150 от нас еще вот есть дом. Его, я так понимаю, уже достроили и облагораживают теперь территорию. Но территория здесь прям совсем маленькая. Вот этот дом. Я вообще думаю, что у них совсем не будет стоянок, потому что нет территории совсем. Вот дом и все. Что-то там делают, пылят сильно, чистят. Готовят его, чтобы выглядело все прилично в продаже. Вот такой домик. Он выглядит очень неплохо. Но придомовой территории нет совсем. Вот они здесь заасфальтируют. Ну, не знаю, сколько здесь может. 4 машины встать и все. Мы вот там вот за домами находимся, чуть выше. Тоже рядом с нами. Вот отсюда его хорошо видно. Вот такой дом. Контактов здесь не видно застройщика. Не знаю, почем там квартиры. Но вообще в нашем районе от 2000 евро за квадратный метр. Ну, солнышко, конечно, украшает. Как вышло солнце, сразу все по-другому заиграло. Очень мне нравится вот эта живая изгородь.
Тут какой-то диско-клуб. Не знаю, что за клуб. Вот в Сербии в середине января еще цветут розы. Такая красота. Чтобы попасть в центр из нашего дома, нам нужно обязательно пройти через Нишау по мосту. Мостов здесь много. И в зависимости от того, в какой район нам нужно в центре, мы идем по этому мосту. Пойдем зайдем в центр рода. Хотим купить соевый соус, который сыну очень понравился. По-моему, мы его здесь покупали. Так что пойдем зайдем. Подсолнечное масло вроде по 164 динара. Это дешево. Обычно оно где-то 180-190 стоит. Я увидела, что мужчина вывозил на тележке несколько упаковок. И потом сначала не поняла, думаю, что так он много набрал. Неужели дешево? Зашла, да, действительно, но сейчас по акции вроде. В общем, нам пока ничего не надо. Я так показать магазин, как он выглядит. И пойдем на кассу. Взяли только соевый соус и масло, бутылку подсолнечного. Магазин большой достаточно.
такие домики для собачек. Здесь парки, их очень много. Пустой пока. Где-то гуляет. А, вон она, наверное, обитательница домика. В общем, мы в парке, в центре идем в компанию Медиана, где, как я уже рассказывала, я получаю разрешение на продажу своих работ в центре города. И до Нового года я подала заявку на январь месяц. Но в январе были праздники, потом было очень холодно, и я даже не ходила забирать разрешение. Вот. Но сейчас погода налаживается, я иду его забрать. Может быть, хотя бы пару дней я еще выйду, попродаю. Вот готовят уже, перекопали все, готовят к озеленению территорию. Эта церковь тоже очень красивая. Я ее сниму чуть-чуть попозже. Сейчас мы дело сделаем, в Медиану сходим. Такой солнечный день сегодня, просто прелесть. Ветерок еще прохладный, ну 10-11 градусов есть, и солнце. Мы в парке Святого Саввы. Я обратила внимание, что две вот это были ивы, вот одна и вторая. Их срезали. Это были такие красавицы. Я снимала как-то видео, уже выкладывала на YouTube. Какие же они красивые, как они высокие, пышные, зеленые. Просто две красотки стояли вот здесь. Вот ивы огромные. Но их зачем-то спилили. Я надеюсь, что это просто для того, чтобы они новую крону дали, свежую, молодую. Что их не спилят совсем под корень. Не знаю, честно, для чего. Они выглядели просто шикарно. Это было украшение парка. Ну, посмотрим. И вот там вот еще кафе. Интересно так. Сейчас я приближу немножко. Из крыши видно, растут два дерева. То есть они построили кафе так, что деревья остались внутри, стволы. Их тоже обрезали. В общем, очень жалко эти ивы. Надеюсь, что они все-таки отрастут, их не будут под корень убирать. Вот как построили кафе. Деревья остались внутри. Мы зашли в Бажур. Это менячница. Вот такой курс обмена сейчас 117,5, если нужно продать евро, и 118,2, если купить. Мы ехали вот на том автобусе, который стоит теперь рядом с машиной. И автобус притерся к машине, поцарапал ее боком. И всех пассажиров высадили, и теперь ждут милицию. Полицию, милицию. Не знаю. Ну, мы, в принципе, мы уже в центре. Сейчас пойдем пешком дальше. Во, мы только вышли, отошли от автобуса. Буквально, ну, сколько, 2 минуты прошло, наверное. И вот уже полиция подъехала. Надо же так быстренько. Почему полиция или милиция, я сказала? Потому что здесь есть и полиция, и милиция. Коммунальная милиция называется, а полиция есть, в общем, и полиция есть. Так подъехала, нельзя еще переведи. Вот, например, коммунальная милиция машина. То есть здесь есть две службы, и милиция, и полиция. В
этой компании работал наш Алексей, риэлтор. И мы здесь оформили свою квартиру. Сейчас он уже здесь не работает, в другом месте. А вот здесь в Менячнице можно получать корона переводы из России. Спугнули ворону. Она пиццу ела. Боится теперь. Кто-то ворон угостил пиццей. Мы зашли сегодня на рынок. Купили вот такую сливу сушеную. Ни разу не брали, первый раз взяли. Но мне кажется, она будет вкусная. Орешки вот эти берем постоянно. Грецкий орех по 1000 динар за килограмм. Полкилограмма взяли. А слива по 800 динар за килограмм. И изюм. Изюм вот такой светлый. Он стоил 700 динар за килограмм. На рубли перевести минус 20%. Орешки грецкие я всегда мою, а потом прокаливаю на сковороде. Потому что когда они продаются очищенными, их нужно обязательно прокаливать. Мы пришли оплатить счет за квартиру. Вот в такой Менячнице платим, недалеко от нашего дома. Все, за квартиру заплатили. Счет у нас в этом месяце пришел 4200. Он у нас практически всегда одинаковый приходит за квартиру именно. Электричество разное, а вот за квартиру в прошлом месяце было 400, в этом 4200. Ну, так как туда включена еще и вода, поэтому немножко меняется. Но вообще несущественно. Видимо, мы тратим практически одинаковое количество воды каждый месяц. В этой пекаре сделали ремонт недавно. Симпатичная стала. Это у нас аптека рядом с домом. Апотека. Идем за водой минеральной. Нам еще за яблоками. Мы зашли за яблочками. Они уже такие, все-таки январь месяц, поэтому не совсем свеженькие, но они еще хорошие. Мы берем всегда здесь. Вот Golden. Идем еще в один наш магазин за минеральной водичкой. А вот там вот через дорогу, это как раз парикмахерская, где сын стригся. Вот
В магазине яблоки по 99. Вообще шикарные. Мы купили сейчас в другом магазинчике по 100. Салат 55. Вот наша водичка любимая. Князь Милош 59. Ну 60 динар. Сейчас штучек 6 возьмем. Вот это тоже сербская вода, хеба. Но она сладкая, вкусная тоже. Вот такая вот тыквочка. Яблоки. А в магазин зашли еще. Не в палатке, в которой я беру всегда, а там по 90, тоже по 90 с чем-то. И очень хорошие яблоки были. И я уже не стала их брать, так как я уже взяла. Но эти тоже хорошие, мы их берем здесь постоянно. Так, картошечка у нас готова. Ага. Тима, ты что на стул залез? Ну-ка слазь немедленно.